Здравствуйте, Геннадий Васильевич. Я хочу вернуться к вопросу о Кокшинском заводе. Напомню, 2 года назад мы сняли с его изделий знак качества. Но это, как говорится, не возымело. По-прежнему выпускают буровые долоты, которые ни к черту не годны. Буровики, особенно в Западной Сибири, ропщут, негодуют, долоты изнашиваются и на первой же сотне метров крошатся. В чем, по-твоему, причина? Безответственность? Да нет, пожалуй. Видите ли, Геннадий Васильевич, дело в том, что само оборудование Кокшинского завода износилось, морально устарело, но министерство не торопится обновлять его. Ведь план Кокша дает, да еще продукцию умудряется сбывать. Твои предложения? Ну, я считаю, что нужно пойти на крайнюю меру, остановить производство. Право на это госстандарт имеет, вот заключение экспертов, вот рекламации, вот письма. Да. Ну, вопрос с Кокшей, в принципе, пожалуй, ясен. Владимир Федорович, я ведь хотел о другом с тобой поговорить. Ты, говорят, опять чемпион, верно? Да, удалось отстоять высокое звание. Молодец. Я вот и удивляюсь, как это тебе удается. Ну? А в личное дело заглянул, вообще глаза вытаращил. Ведь там написано, что тебе через месяц 60. Неужели верно? Ну, раз в личном деле написано, значит, верно. Добрый день. Вот. А? Евгений Павлович, вот, кстати, это по твоей части. Бабулёв у нас через месяц 60. Юбилей нужен. Геннадий Васильевич, нарисуем. Хороший юбилей, по первому разряду. Ведущий эксперт отрасли, кандидат наук, коммунист, участник войны, да еще и чемпион. Чем не повод? Организуем, Геннадий Васильевич. Только уточним. Чай и сахар за счет администрации. Чай, сахар за счет юбиляра. Ну уж если откажется, ну тогда будем сбрасываться. Ты всегда был доверчив и наивен. Смотри на вещи реально. Думаешь, им так уж не терпится погулять на твоем юбилее? Высказать, как они тебя любят и ценят? Ну, погуляют. Но выскажут. А через месяц Прокшин вызовет тебя к себе и скажет: пора, Владимир Федорович, оформляй пенсию. И я не уверена, что у него нет на примете человека, который займет твое место. Молодой, перспективный, и ножки затекли, дожидаючись. Ну так же нельзя, Лиль, это же нелепость. Я знаю, что думает обо мне в коллективе. И знаю, что думает обо мне руководство. Послушай, когда я выезжаю на сердечные приступы, люди выкладываются как на исповеди. И часто болезнь – результат стресса, вызванного уходом на пенсию. Да ну и черт с ним, ну. Выйду на пенсию, что с того? Буду ездить по санаториям, да еще бесплатно, как фронтовик. Ну, займусь судейством в спортобществе. Чем не жизнь? Нет, нет и нет. Ты еще слишком молод, я тебя лучше знаю. Ну, тогда чего ты беспокоишься? Ну, наймусь молотобойцем. Тише. Я не хочу, чтобы дети встревожились раньше, чем мы решим. Ну, а что мы решим? Ты рассказывал, что во время войны прибавил себе 2 года, чтобы уйти на фронт. Это так? Ну, конечно. Ну, а теперь нужно вернуть эти 2 года и восстановить твой настоящий возраст. То есть как? Но это же не только замена паспорта, это анкета, автобиография. Даже придется менять партбилет. Ну, даже партбилет. Но почему ты должен быть старше, чем на самом деле? Ну, а как это реально? Мы же в отпуск собираемся, верно? Ну, я понимаю, впрочем, можно послать там запрос в Холмы, Горзакс, так, мало так. Ну, когда вернемся. Нет, перепиской здесь не обойтись. Это слишком долго. У тебя всего месяц. Ну, что ты предлагаешь? Мы не поедем в Крым. Мы поедем в Холмы. Я понимаю, что тебя смущает. Ты не хочешь встречи с Анной Илларионовной. Я тоже.
Но ничего не поделаешь. Надо ехать. Нам надо обсудить один вопрос. Это уже не подлежит обсуждению. Наши планы переменились. В этом году мы не едем в Крым. И куда же мы едем? На Кавказ? Нет. А куда же вы собираетесь ехать? Что значит вы? Не вы, а мы. Мы едем в Холмы, родной город вашего отца. А что? Это идея. Я давно мечтал побывать на земле предков. Сколько туда? Ну и хорошо, что так сразу. Я целый месяц боялась заикнуться, а теперь можно. А чё? Сейчас узнаете. А где мы остановимся в холмах? Там есть мотель или кемпинг? Мы остановимся у Гриши Вооружена, моего друга и однополчанина. Помнишь, он приезжал к нам? В комитет ветеранов лет 5 назад. Ну, усатый такой, крепыш, вся грудь в орденах. Он у нас несколько дней жил. Ну, я тогда еще мал был. Грудь в орденах. Сколько их к нам приезжало, и у всех грудь в орденах. Вот, я давно решила, но боялась вам сказать, что записалась в институтский стройотряд. Мы едем за Можайск строить птицефабрику. Что же ты со мной не посоветовался? Ты бы все равно не разрешила. К тому же я сама не знала. Брали одних мальчишек, девчонок нет, говорили, что, мол, там из-за вас работы больше, а заработок меньше. Но для меня исключения берут. Представляете? А кто у вас там строит ряде комиссаром? Валерий Фотиев. С 3-го курса. Он был у нас. В день моего рождения. Это такой усатый крепыш. Ага. У него усы. Ну и что из этого? Все понятно. А ты решительная девица. Вся в тебя, мамочка. Пап, ну дай теперь я. Что значит «я»? Ты кто такой? Ты знаешь, что лицам, не достигшим 18-летнего возраста, водить машину запрещено? А? А тебе сколько? Можно считать 17. Но у меня удостоверение юный водитель. Я вожу машину как бог. Ты же видел. Я не видел, как Бог водит машину. Между прочим, в правилах сказано, что лица, не достигшие 18 лет, могут управлять машиной в присутствии инструктора. Пункт 23.2. Вот теперь убедил. Ну ладно. Садись, обучаемый. Володя, а ты оставил Марине адрес и телефон в Холмах? Оставил. Ты знаешь, я все гадал, почему это мой сын так хочет посетить землю своих предков. А ему, оказывается, без разницы, что в Крым ехать, что в холмы, да и только баранку покрутить. Пап, а ведь я ничего не знал. Расскажи, как это тебе удалось? Чего рассказывать-то? Это было летом 42-го года. Немцы опять пошли в наступление. Нам пришлось эвакуироваться на Урал. А тут похоронка на отца пришла, что погиб он под Вязьмой. И мать, бабушка твоя, совсем потерянная была, и жалко ее было очень, помню. А я на фронт рвался. Хотел
отомстить за отца. Вот. Но паспорт я еще не получал, а метрика у меня на руках была, и я переправил год рождения. Ну, жулил, конечно. 25 на 23. Пятерку на тройку. Это легко. Всего одна черточка. А ты что, пробовал? Пробовал. Но только наоборот. Тройку на пятерку. Но это давно было, еще в 6 классе. Вот как? Ну ладно, за давностью лет прощается. Да, ну а ростом я уж порядком вымахал. Руки, плечи, будь здоров. И, откровенно говоря, в то время в метрике не больно заглядывали. Потом я ее порвал. И учение. Строевая, устав, стрельба по мишеням. Вперед штыком кали, назад прикладом бей. Потом присяга. И в Сталинград, в самый огонь. Значит, тебе тогда было ровно столько, сколько сейчас мне? Да. Ровно столько же. А вот моя школа. Это моя школа, я в ней учился до 8 класса. Еще до войны. И после войны ходил еще 2 года в вечернюю. Уж как я рад этой встрече. Не буду скрывать, тогда в Москве, хотя Лилия Петровна очень ласково приняла меня. Но сам Володя, друг детских лет, фронтовой товарищ. Ну, в общем, мне тогда показалось, что между нами нет той дружбы, сердечной, доверительной. Будь-то между нами что-то встало, какая-то стена. Гриша, ну что ты плетешь? Я не плету. Но если честно сказать, у нас, у провинциалов, когда мы приезжаем в Москву, появляется какая-то обостренная чувствительность. А рады ли нам наши друзья? Может, они чуточку забурели у столицы и смотрят на нас свысока и ждут не дождутся, когда мы уедем. Гораздо сочинять, Гриш. Уж я так рад. Как я рад. А вот огурчики со своего огорода, попробуйте. Угу. Они в этом году раненько пошли, Дим. Спасибо. Летом 42-го года я был на Юго-Западном фронте. И там, в армейской газете «За Родину», я прочел стихи. Имя автора мне ни о чем не говорило. Стихи были, прямо скажем, безыскусные. Дорогая Мария Карповна, дорогой Гриша, я, конечно, очень волнуюсь. После стольких лет приехал в родной город. Я вспоминаю, когда я вернулся сюда в 45-м. Много людей ушло на войну, и немногие вернулись. Из нашего класса только 3. Гриша, мой друг, я, да Степан Лысков. Степа умер в этом году. Не могу утверждать этого. Я тебе не написал, чтобы не расстраивать. Умер? От чего? А не от чего. Лег спать, не проснулся. На мотив известной довоенной песни. А теперь мы Вот передаем так. слово автору текста песни. Пожалуйста. Видите ли, у меня сейчас издано 8 книжек стихов. А тогда, честное слово, я не представлял, как пишутся стихи. Вот композитор... А наша Анна сказал, Илларионовна, что Аня, мелодия у него недавно получила звание неожиданная. заслуженной учительницы Может РСФСР. быть, Уж потому она-то что заслуживает, и она. я когда-то не записал своих стихов. Не было бумаги.
На закрутку не хватало. Вот и приходилось напевать, чтобы запомнить. Встреча с Анной Илларионовной неминуема, и чем быстрее она произойдет, тем лучше. Для вас заслуженный артист республики Евгений Поликанин. Шумит река суровая, великая река. От пламени багровые родные берега. Дыму траншея узкая, а скоро снова бой. На смерть за землю русскую готовы мы с тобой. И пусть огонь неистовый над берегом крутым, мы выстоим, клянемся, победим, клянемся, победим. Володь, это же наша песня. Слышишь? И села только мотив другой. над Волгою, и степи сожжены, изранены осколками пылающей войны. А Волга наша светлая смывает след врага. Шумит река заветная, бессмертная река. И пусть огонь неистовый над берегом крутым, мы выстоим, клянемся, победим, клянемся, победим. О, знаешь? Конечно. Здравствуйте. Привет. Вот здесь. Да. Я помню, здесь это и было. Извини, Володя, я потопал. Надо еще ребятишек собрать. Сам знаешь, у нас сейчас каникулы. Но у нас по цепочкам идет. Понятно. О! Так ждем тебя в 12:00. Угу. Ну что ж, попробуем. Что, редкий случай? Да как вам сказать? По таким вопросам чаще обращаются женщины, особенно не первой молодости. Всеми правдами-неправдами пытается убавить года, и, представьте, иногда удается. А вот потом, когда дело к пенсии подкатит, вот тут, глядишь, и понадобится полный возраст. Но у меня совсем наоборот. Да, я понимаю. Придется поднимать реестровые книги, а это областной архив. Дела давние, 25-й год. По нашим местам все-таки прошла война. Сделаем запрос. В область? Это долго? Ну, потребуется, конечно, время. А вы пока отдохните. Ведь родные ваши места. И лето вон какое доброе. Ногу!
Вот мы и попросим Владимира Федоровича рассказать о том, как он 16-летним пареньком добровольно пошел на фронт. Попросим, ребята. Ну хорошо, я расскажу. Только мне тогда 17-й год шел. Когда началась война, мой отец ушел на фронт. И весной 42-го он погиб под Вязьмой. А я же в вашей школе учился. Вон за той партой сидел. Да. Сидел вместе с Аней Капустиной. То есть вашей Анной Илларионовной. Нет, вы знаете, я вам лучше расскажу, как для меня закончилась война. Это было в Восточной Пруссии. Мы захватили город Браунсберг, недалеко от Кенигсберга. Жестокий бой. Немцы сопротивлялись отчаянно, вели такой плотный минометный огонь. И вдруг рядом со мной что-то сверкнуло. И удара я даже не почувствовал. Ну, у меня раньше были ранения, а здесь оказалась контузия. То есть все цело. Руки, ноги, крови нет. Голова страшно раскалывается. Открываю глаза, смотрю, 2 пары сапог. Выше 2 немца стоят. Ну, думаю, все. Они вдруг бросают оружие. Один говорит: Гитлер капут. Второй спрашивает по-русски: господин лейтенант ранен? Я говорю: есть маленько. И снова сознание теряю. А потом оказалось, что они меня подхватили под руки, доволокли до наших и предъявили как пропуск, чтобы вернее и благороднее сдаться. Вот так. А ты помнишь, как в 8-м Анька тебе назначила свидание через меня? Тут же в беседке. В 9-м. Да, я здесь, а вы там. А я тут на стреме. Володь, скажи честно, вы тогда с ней целовались? Ну ладно. Ну, не говоришь? Не говори, раз секрет. На-ка вот, возьми, чтобы было как положено. Ну зачем? Что это? Нашел кавалера тоже. Так надо. Тут, брат, провинция, у нас обычаи дедовские. Ты ее провожать пойдешь? Ты что, представление на весь город? Ну, правильно. Тогда я здесь подожду. Погуляй, как тогда. И ты решил вернуть эти годы. Извини, у нас такие секреты не держатся больше часа. Да, вернуть годы. Это непросто. В этом есть состояние души. Как же иначе? Я помню, когда ты вернулся с фронта, ты показался мне старше. Нет, совсем не за этих 2 лет, которыми ты сам себя наградил. Просто потому, что вернулся с фронта. Я почувствовал себя рядом с тобой совершенно девчонкой. Нет, все наоборот, Аня. Я помню, когда после работы из депо, едва отмыв когти, я бежал в вечернюю школу, наверстывать 9-й, потом 10-й. А ты уж была учительницей. Анной Илларионовной, а я школяр. Знаешь, честное слово, я робел. А помнишь Фаусте? Ой, куда меня занесло. Да ладно, закончу. Вот у Гёте Фауст сказал: я следовала желаниям. Молодой я исполняла сгоряча, в порыве.
Тогда жил с размахом, с широтой. Ну, а теперь скромнее, бережливее. Помнишь? Нет, честно говоря, не помню. Да и какой я Фауст? Я в госстандарте работаю. Мне принесут эликсир молодости или философский камень, так я прежде всего должен установить, соответствует ли это ГОСТу. Не прибедняйся, Володя. И я не о том спрашиваю. А вот если бы действительно было возможно вернуть годы, вернуть молодость, переиначить жизнь, что бы ты сделал? Не знаю. Наверное, не все удалось, что хотелось, о чем мечталось. Не знаю. А ты? А я не ошиблась в выборе, Володя. Здравствуй, Пахомов. Знакомься, Владимир Федорович Бобылев из Москвы. Здравствуйте. Здравия желаю. Так мы по тому делу, о котором я тебе говорил. Ага. Прошу. Так какой год-то? 25-й? Да. Прошу. Так стало быть, 25-й? Да, 25-й. Ага. Вот понимаешь, какое дело. Совсем мало осталось ветеранов в нашем городе. Приходится иметь в виду даже таких. Воевал на 4-м украинском. Есть награды. Месяц? Июль. Стало быть, июль. Берем июль. Так, крещается во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поди, бабка крестил-то. Мои же родители были комсомольцами. Так ведь и я был. Так. Рожден 20 июля, крещен 29-го, наречен Владимиром. Бобылев Владимир Федорович. Да, все верно. Вот я и пришел уточнить. Да, ну, стало быть, 20 июля 1925 года, по Рождестве Христовом. Ну, а справок мы не даем, да и справки наши, полагаю, вам без надобности, так, для памяти, для успокоения души. Спасибо тебе, Пахомов. Ты хоть и поп, а человек. До встречи. Погоди, славяне. Барбатух, что ли? Зачем? Коньяк французский, хороший. Ну, Пахомов, ты одичал совсем. Газеты читать надо, быть в курсе. Политику нашу целиком одобряю. Но у нас ведь церковь-то отделена от государства. Здоровья ваше. Спасибо. Так, стало быть, вы из столицы? Да. Так как же там обстоят дела насчет этого гиены огненной? Неужто сбудется пророчество? Да он же из Москвы приехал, а не из Пентагона. А мы за мир. Ну, это понятно. И мы за мир. Тоже носим свой вклад по мере силы и возможностей. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила ярости и гнева. Это кто же? Он. А, будь здоров. До свидания. Ну что, сынок, клюет? Не-а. Эх, сейчас бы на Волгу. Порыбачить всерьез. Где-нибудь под Камышиным или Волгоградом. Слушай, ты последний раз когда был в Волгограде? В 43-м, когда домолачивали окружение. Да ты что?
И что, с тех пор ни разу там не был? Не может быть. Ну, правда. Я же тебе в Москве говорил об этом. А ты вот так же усами страшно делал. Не был. Что делать? И приглашали, и сам хотел. Не получилось. Завертелся. Володя. Слушай, Володь, это ж не так далеко. На машине раз плюнуть. А что, если нам махнуть в Волгоград денька на 2, на 3? Покуда тут в этих архивах возятся. Пап, правда, поедем в Волгоград. Ну, давайте. Поедем. Алло, интурист? Олег Иванович, пожалуйста. Это ты, Олег? Здравствуй. Не узнаешь? Ворожун из холмов. Ну да-да, он самый. Тут знаешь, какое дело? Довольно серьезное. Вот, Лилия Петровна, это вам в дорогу. Пирожки напекла, ну, огурцы, помидоры. Спасибо, Марья Карповна, спасибо. Ну, что это вы так быстро засобирались? Это мой Гриша неугомонный. Всех сполошил. Ну, надеюсь, на обратном пути вы у нас подольше погостите. Может быть. Докладываю. Звонил Ткаченко из 3-й роты, помнишь? Нет. Ну, его еще на переправе ранило, а он с правого берега ни в какую остался. Не помнишь? Не помню. Ну, это не имеет значения. Обещал 2-местный люкс. Хотя самый разгар сезона, полно иностранных туристов, но обещал железно. Так что вы с Лилией Петровной будете жить в гостинице. Ну, а мы с Димой в машине на бережку. Верно, Дима? Так точно. Постой, постой, это что же получается? Выходит номер по блату? А? Да какой же это блат, когда фронтовик фронтовику? Как вкусно пахнет степью. Хорошо, что мы надумали поехать на Волгу. И отдохнем. А я вот что вспомнил. Когда нашу дивизию перебрасывали от Камышина, вот где-то в этих местах мы тряслись на грузовиках. Жара, пылища. Я смотрю на дорогу, и вдруг вижу, вся дорога шевелится. Ну, думаю, напекло головку. А потом пригляделся, мать честная. Змеи ползут, видимо-невидимо, почти по всей дороге. Ужас какой. А почему? Выкурила их, выпекла из нор. Артобстрел, бомбежки, пожары. Ну и степь до того раскалилась, что они уползали прочь, подальше от войны. А мы туда. Но не станем себя тешить, уверяя, что сразу узнали друг друга. Увы, 40 с лишним годков прошло, где уж тут узнать. Гриша Ворожун другое дело, он частенько наезжал к нам. Вот мы и не заметили, что оба постарели чуть-чуть. Прошу. Вот ваш номер. Спасибо. Надеюсь, он вам понравится. Так, ужин вы можете заказать прямо сюда. Счастливого вам пребывания на Волгоградской земле. Да, если что, звоните. Вот телефон. Служебный, домашний. До свидания. Очень рад встрече. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо, Олег. Ну, полный порядок. Отдыхайте. Ужинаем вместе. Дима, вперед. Устал. Да не. Номер прекрасный. Мне здесь нравится. А тебе? Да. А где Волга? Волга? Да вон она. А где были немцы? Ну, видишь ли, тогда же здесь все было разрушено. Так что мне трудновато. Подожди, это же универмаг. Ну да, это универмаг. А вон там в подвале был их штаб.
Оттуда выковыривали фельдмаршала Паулюса. Так что они были здесь. Кто? Немцы. А где же были вы? Мы? Там, на берегу. Я твоего отца постарше буду. И на фронт пошел годом раньше. И здесь, под Сталинградом, оказался до него, когда бои шли на подступах. Тогда нашей армией, 62-й, командовал генерал-лейтенант Лопатин. Дядя Гриша, 62-й армией командовал генерал Чуйков. Вы извините, но я много читал об этом. Именно Чуйков. Потом он стал маршалом. Ты, конечно, считаешь, что у меня склероз. Есть немножко, но не в такой степени. Это хорошо, что ты интересуешься, знаешь. Но не все ты знаешь. Вообще-то 62-й армией командовал генерал Колпакчи. Я с ним не воевал. Потом его сменили и назначили Лопатина, Антона Ивановича. Это было в августе, как сейчас помню. А в сентябре немцы все-таки прорвались к Волге. Вот тогда стал вопрос так. Выдержим или не выдержим? Удержим город или сдадим? Ставка спросила генерала Лопатина, сможет ли армия удержать Сталинград? Он ответил, нет, не сможем. И что же? Что ему за это было? А ничего. Он же честно сказал то, что думал. Ну, его освободили. И вот тогда командующим армией назначили Чуйкова Василия Ивановича. С ним и до конца держали Сталинград. До тех пор, пока самим фашистам не навели полный капут. А потом? А что потом? Ну, я о генерале Лопатине. Понимаете, дядя Гриша, о Чуйкове я все знаю. Даже видел его во Дворце пионеров, совсем рядом. О Лопатине впервые слышу. Он воевал. Командовал корпусом, армией. Бил фашистов в Прибалтике. Штурмовал Кёнигсберг. За этот штурм получил Героя Советского Союза. А потом еще бил самураев в Японии. А потом? Потом жил, служил, потом умер. Na, es geht. Ich halte es für gut. Heißt, dass wir heute den... Aber zuerst werden wir mit einem Motorschiff der Wolke entlang spazieren fahren. Ich habe schon eine Menge von Dingen. Sie werden die Filme entwickeln, die Fotos hier in Alien stecken und auf jeden Fall zum Andenken schenken. Ja, dagegen ist nicht zu machen. Da werde ich mich also herzlich Wenn du Hallo, möchtest, grüß dich. kann ich dich begleichen. Das ist sehr nett von dir. Ach, übertreibe bitte nicht. Also dann gehen wir mal los. Wir gehen in den Markt. День хороший, день лучистый, день счастливой тишины. Стаи уток серебристых, перекат речной волны. И опять, как будто в детстве, только синие облака, как будто прямо в сердце поле, небо и река, поле, небо и река. За
Это мельница. И тут должен быть дом Павлова. Его обороняло горстка солдат почти 2 месяца. Не вижу только, где же он? Entschuldige Sie mir bitte. Я прошу извинить. Дом Павлова за мельницей. Почему вы так считаете? Я не считаю, я читаю. Вот здесь звездочка и написано «Zerstörte Mühle». Разрушена мельница. Вот. А вот рядом звездочка. Это и есть дом Павлова, которого не видно. Но я гляжу, вы тут неплохо ориентируетесь. Идемте. Идем, Дима. Я прошу извинить моего друга, он иногда бывает слишком суров. Знаете, старый солдат. Давайте знакомиться. Бобылев Владимир Федорович. Эрхард Кнап. Очень приятно. Это моя внучка Эрика. Очень приятно. Мы из Бундесрепублик. Дюссельдорф. Дюссельдорф? Я. О, я же там был в прошлом году. Да, очень красивый город. Мне очень понравился Альштадт. Я помню, мы там обедали, знаете, в ресторане, который назывался Генрих Гейн. О, я. Да. Это самый лучший, самый, как это сказать, уютный ресторан нашего города. Да. Вы были у нас как турист? Нет, я ездил в командировку. На заводы Сименса. А вы туристы? Мы приехали через интурист. У нас индивидуальный тур. Это стоит дороже, но больше свобода. И больше скуки. Да? Ну, это дело поправимо. Дима! Вы догадались, я воевал здесь и был унтер-офицер. Когда мы были на Дону, я думал, что ничего страшнее на свете не может быть. А потом начались бои в этом городе. Я понял, мы поняли, что может. Но тогда мы еще не знали, что будет самое страшное. Зима, подоль, смерть. Самое лучшее – плен. А потом я всю жизнь думал, что если я не погиб, Бог был милостив ко мне. Он позволил мне еще раз увидеть это место, и я остался жив. Мои подруги в Дюссельдорф засмеют меня, если я им скажу, что не купалась в Волга. Послушай, Эрика, а ты где так здорово научилась говорить по-русски? Меня сначала дедушка учил. Он научился говорить по-русски в лагере военнопленных. Да, Это было очень давно. понятно. А потом я выбрал русский язык, потому что уже немножечко умела говорить. А ты какой изучаешь? English. Do you understand me? Yes, I do. О, Когда дедушка решил поехать в Советский Союз, он меня взял с собой, чтобы я здесь имела практику. Но здесь вокруг были одни немцы. Хорошо, что я с тобой познакомилась. спасибо на добром слове. Как ты сказал? Спасибо на добром слове. Это надо записать. Спасибо, так? Да. Хорошо пишешь. Добром слове. После окончания гимназии я, наверное, поступлю в университет на факультет славистик. Ого. А ты? А я еще не решил. Но неужели
Неужели этот теплоход никогда не остановится около какого-нибудь пляжа? Что это? Зачем? Это башня танка Т-34. Их здесь много. Они обозначают линию нашей обороны. Отсюда до берега реки всего метров 200. Но как же они могли? Здесь простреливался каждый метр. Но они уже не могли отступать. Они зарылись в землю. Среди них был и мой отец. А мой дедушка был на этой стороне. Ведь они же могли убить друг друга. И тогда бы не было и нас с тобой. Представляешь? Говорит Москва. В районе Сталинграда продолжались напряженные бои. Отдельные улицы и дома по нескольку раз переходят. Черные, на дороге налетали.
Да, пожалуйста. Прошу извинить. Вы не возражаете? Прошу. Мы вам не помешаем? Добрый вечер. Здравствуйте. Я очень рад. Wunderbar. Все можно знать заранее. Какие города мы посетим. Где мы будем смотреть балет, где кино. Но никогда нельзя знать заранее, с какими людьми мы встретимся. Мне кажется, что нам с Эрикой, Эрика, очень повезло, что мы встретили вас. Потанцуем? А ты можешь? А ты высший класс. Значит, все sehr gut? Alles sehr gut. Но только тебе нравятся эти стариковские разговоры. Мне нравится танцевать с тобой. Мне тоже. Мои подруги в Дюссельдорф все-таки засмеют меня, если я им скажу, что не купалась в Фолка. А послезавтра мы уезжаем. Ну, у тебя еще есть целый день. Завтра мы едем на солдатское поле. А что, если сейчас? Сейчас? А? Нам нужен мир, чтобы наши дети никогда не пережили того, что довелось узнать нам. Я. И нашим детям, и нашим внукам, и нашим... Как дальше? Правнукам. Но это те же дети. Кстати, куда они подевались? Не замерзнешь? Не боишься? Я ничего не боюсь. Alles ungefähr. Я хочу сказать, что все на свете относительно. Вы говорите оборона Сталинград. Вы написали много книг. У вас есть медаль за оборону Сталинград. Я его вижу у вас. Но если объективно, последние 2 месяца Сталинград обороняли мы. То есть как? Очень просто. Вы взяли нас в клещи. Мы сидели здесь, как мишелевка. Но мы не сразу капитулируем. Мы дрались. И неплохо. Выходит, героически оборонялись? Тебе придется отвернуться. Ведь у меня же нет купальника. Ну, как вода? Вода очень теплая. А, как парное молоко. Не понимаю. Это надо записать. Давай, пиши. На месте гостиниц, в которой вы сейчас живете, до войны тоже была гостиница. Она также называлась «Интурист». А в 1942 году в этом здании помещался госпиталь. А в нем тяжело раненые, которые не могли двигаться. А 23 августа ваши самолеты за несколько часов разрушили и сожгли весь город. И на них, на госпиталь, на тяжело раненых, падали ваши бомбы. Из них никто не сумел спастись. Пожалуйста, потише. Может быть, поговорим о чем-нибудь другом?
Да нет уж. Говорила, что не замерзнешь, а сама вся дрожишь. Мои подруги в Дюссельдорфе засмеют меня, если я им скажу, что не целовалась с русским мальчиком. Я не позволю им смеяться над тобой. Поверьте, я никогда не был нацист, то есть нацист. Даже в те времена я не мог терпеть Гитлер. Я только выполнял солдатский долг. Наша 6-я армия брала Париж. В 1942 году нас перебросили на Дон. Я знаю, вы уважали фельдмаршал фон Паулюс. Он был свидетель на Нюрнбергский процесс. Он жил в ДДР, то есть ГДР. Но, между прочим, в плен я сдался раньше фон Паулюс. Ты сердишься. Но это нельзя, понимаешь? У входа в нашу гимназию висит плакат. Frühe Aborte treuen mit der Kinderlosigkeit. Это значит, ранние аборты грозят бездетностью. Интересная у вас гимназия. Конечно. А что у вашей школы висит? Не помню. А, добро пожаловать. Я не очень понимаю, чего вы хотите, господин Кнап. Похоже, что вы ждете от нас признания каких-то ваших заслуг. Моих? Нет. Я только хочу признания понесенных жертв. Здесь я видел прекрасные мемориалы, которые прославляют героизм ваших солдат. Я видел памятники тем, которые погибли. И поверьте, у меня были слезы. Но неужели здесь, на Волге, не нашлось места совсем немного? Ну, какой-нибудь камень для надгробия солдатам другой армии, которые сложили здесь голову, выполняя приказ. Вы же знаете, Сталинград, мы потеряли более 1 миллиона людей. А вас сюда никто не звал. Я понимаю, для побежденных памятники не ставят. Памятники ставят тем, кто сражался за правое дело. Не может быть памятников тем, кто развязал войну. Не должно быть. Осиновый кол. Да. Я должен был понять, что этот вопрос понимания не будет. Не будет. Извините, я не очень хорошо себя чувствую. Извините. До свидания. Моя черноглазая мила, посылаю тебе Василек. Представь себе, идет бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок. И вдруг очередной взрыв, Василек сорвал. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Мила. Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха.
чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим Цветком. Он погиб? Да, уже позже, под Брянском. Дочка приезжала сюда. У нее у самой теперь такая же внучка. Отсюда почти никто не ушел живым. Их было мало, а на них шли танки. Но приказ был остановить любой ценой. Еще до недавнего времени местные жители опасались выходить на это поле. Они называли его мертвое поле, железное поле. Настолько глубоко и плотно оно было начинено снарядами, металлом. Даже через десятки лет после войны здесь еще иногда раздавались взрывы. Лишь через 33 года после войны это поле было окончательно расчищено. На поле вышли трактора. За штурвалом первого из них была дочь фронтовика, депутат Верховного Совета СССР Мария Пронина. Следом за нею вели трактора болгарин, поляк, вьетнамец, монгол. Иду. Подожди, я с вами тоже. Я тоже. Großvater! Смотри. Здравствуй. Здравствуй. Что это? Не знаю. Папа, дядя Гриша, идите сюда. Здравствуйте, Эрика. Здравствуйте. О, осколок от фугасной бомбы. Так килограмм 500. Правда, Володя? Да, пожалуй. А он не взорвется? Нет, он уже взорвался. Машину, быстро! Пожалуйста, на посадку. Да. Уже сообщили в Дюссельдорф? Да, мы сообщили родственникам и позвонили в Москву. Пора.
Ты поедешь в куртке? Да. Тогда давай сюда пиджак, я уложу, чтобы не пылился. Да, не надо было затевать это все со справкой. Не нужно было ехать ни в холмы, ни сюда. Ты только устал, и лицо осунулось. И во всем виновата я. Войдите. Доброе утро. Как почивали? Я гляжу, у вас какой-то переполох. Григорий Никитич, мы уезжаем в Москву. Сегодня, сейчас же. Дим, мы уезжаем, ты готов? Всегда готов. Вот тена. Ведь Олег всю снасть приготовил. Королевскую рыбалку обещал. Передайте ему нашу сердечную благодарность за все заботы. А как же холмы? Нас там ждут. Григорий Никитич, мы уезжаем в Москву. У Володи все-таки отпуск. Надо отдохнуть ему хоть недельку. А потом, вы же знаете, наша дочь, от нее ни слуху, ни духу. Жаль-то как. Я думал, прибачим на славу. Ну, разве есть лучший отдых? Счастливо, Гриш. Спасибо тебе. Передавай привет Марии Карповне, Ане, от меня поклон. Приезжай в Москву, буду ждать. Постарайся вырваться. Ну и тебе всяческих благ, всяких радостей. Главное, здоровья хорошего. Приеду в холмы. Сразу в ЗАГС. Если бумаги готовы, вышлю немедленно. Спасибо. Вышли. Бумажки. Пенсия. 2 года. А наши ребята здесь лежат. Весь батальон. Да я бы им все свое отдал, что осталось хоть по часу, хоть по минуте. Чтоб увидели, как победили. Как люди к ним идут. Ну, прощай, Гриш. Прощай. Знакомься, Владимир Федорович. Директор Кокшинского завода Борис Кузьмич Бойко. Бобылев. Кокши? А где? А что с Самариным? Самарин ушел на пенсию. На пенсию? А ведь мне казалось, что он не столь уж и... По состоянию здоровья. Вот так, Владимир Федорович. Еще одного директора спровадил ты на отдых. Ну, если этой реформой надеется решить все проблемы Кокши, то... Да нет, товарищ Бобылев. У нас не только эта перемена. Мы сейчас заменяем почти весь парк станков. Перестраиваем технологию. Но я сюда приехал не отчитываться. Я приехал сюда поставить один вопрос. Что если буровые долота, которые мы сейчас намерены выпускать, а это принципиально новая конструкция, что если на них не окажется установленных стандартов? Но ведь, если честно говорить, многие ваши стандарты давно устарели. Пока это голословный спор. А я должен знать, о чем идет речь. И в принципе, и детально. В принципе?
В принципе, одним таким долотом можно пробурить 2-километровую скважину, не поднимая инструмента на гора. И в принципе, и детально. Так, товарищи, я думаю, самое время вам поговорить наедине и поподробнее. Владимир Федорович, припоручаю Бориса Кузьмича твоим заботам. Добрый день. Слушай, Владимир Федорович, ну и подвел ты нас. Зажал юбилей. Ну, придется подождать, ведь недолго, всего 2 года. Так мы тебе часы купили. С боем орехового дерева. Ну, напольные, вот. Ну, немножко меньше. Дорогущие. Пойдемте. Ну, ладно. А мы их Гусаковскому подарим. Ему на той неделе 70. Олег Иванович, я рада поздравить вас. Желаю вам дальнейших успехов. Спасибо. Товарищ Приходько. Вы тоже вступаете? Пожалуй, что От так. всей души я поздравляю вас. Не волнуйтесь, Иван Николаевич. все будет хорошо. Надеюсь, вы оправдаете доверие партии и добьетесь еще больших успехов. Оправдаю. Товарищ Бабылев. Так, обмен партийного билета в связи с уточнением дат рождения. Да. Значит, вы, Владимир Федорович, родились 20 июля 1925 года, так? В городе Холмы. Вступили в члены партии 5 апреля 1945 года, так? Совершенно точно. Перед штурмом Кенигсберга. Значит, вы немного помолодели, а партийный стаж остался тот же, 40 лет. Выходит так. Я не знаю, что сказать, Владимир Федорович. Казалось бы, простая формальность замены партийного билета, но это не формальность, это очень важное событие в жизни человека. И, наверное, что-то нужно сказать, приличествующее случаю. Но у меня такой случай впервые. Я недавно избрана. Помогите мне. Ну, скажите, как другим. Надеемся, что оправдаете. Вы уже 100 раз оправдали на фронте. И казалось, этого бы хватило на всю жизнь. Знаете, именно этого я и боялся, что на всю жизнь хватит Сталинграда и Кенигсберга. А ведь вся жизнь была еще впереди. А сейчас это ощущение осталось? Вроде бы, да. Ну, тогда я вот что вам пожелаю, Владимир Федорович. Чтобы оно вас никогда не покидало. И чтобы его хватило на всю жизнь. Согласны? Согласен. И постараюсь оправдать.